Друзья, сегодня мы с вами посмотрим на 5 приемов, которые, возможно, навсегда изменят то, как вы работаете с Google Antigravity. До сих пор многие из нас думают, что качество работы с искусственным интеллектом зависит от качества промпта. Да, но еще в большей степени наши результаты зависят от того, какую систему мы построим для работы с ИИ. Именно поэтому сегодня мы с вами смотрим на 5 приемов или подходов, которые ускоряют нас, делают нашу работу более консистентной, а результаты более предсказуемыми. Но у меня для вас несколько базовых условий. Сначала лайк ставим, потом подписываемся там внизу и пишем какой-то коммент, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Погнали в Antigravity. Итак, вы устанавливаете себе Antigravity с официального сайта Google, логинитесь туда, и у вас открывается вот точно такое окно, с которого все и начинается. Нам необходимо открыть какой-то фолдер, папку в Antigravity, поэтому идем, создаем новую папочку, так ее и назовем, Untitled Folder Open. Говорим «да», мы доверяем автору. И вот наша пустая папка, совершенно пустой проект, готовы к нашей работе. Одна из умолчательных практик, которая нам пришла из опыта Anthropic, и если вы когда-нибудь использовали Claude Code, то вы наверняка тоже о ней знаете, заключается она в том, что мы всегда создаем файл agents.md, в который прописываем некоторые базовые инструкции, которые наш агент должен знать, когда работает с нашим проектом. Можно было бы подумать, что это работает и для Google Anthropic, и в некоторых источниках вы можете найти информацию, что это работает, но по факту нет. Но то, что точно работает, это файл gemini.md, который по сути выполняет ту же самую роль, что и agents.md для Claude Code. Давайте это проверим. Здесь я напишу, что Паша в самолете, а в agents.md я напишу, что Маша в поезде. Теперь, если у нашего агента спрошу, где Паша, нажму Enter, Паша сейчас в самолете. Аналогичный вопрос, где Маша, нажимаю Enter и вижу, что агент задумывается несколько дольше, начинает анализировать разные файлы, анализировать структуру нашей папки, находит файл agents.md и говорит, что Маша в поезде. Если вы только начинаете пользоваться искусственным интеллектом и командными строками, то для вас может показаться, что в принципе это одно и то же. Ответ был найден что в первом случае, что во втором случае. Но если вы уже некоторое время пользуетесь Claude Code или Antigravity, то вы должны были заметить, что первый ответ был дан буквально моментально, а для второго потребовалось полноценное исследование файловой структуры нашего проекта. И тут мы подходим ко второму совету про Antigravity. Мы нажимаем вот эти 3 точки, нажимаем Customization и видим вкладку, которая называется Rules. И с удивлением обнаруживаем, что у нас уже есть один rule, который мы вроде как сами не создавали, но здесь написано, что Паша в самолете. Теперь у нас круг замыкается, и мы осознаем, что Gemini.md и есть та самая базовая инструкция, которую наша нейронка будет использовать в качестве непреложной истины. Поэтому agents.md мы удаляем, а вот в Gemini.md мы записываем некоторые правила, которые мы хотим, чтобы всегда были с нами в рамках работы над этим проектом. На просторах интернета вы можете найти 1000 примеров, каким образом люди себе создают файлы Gemini.md, Claude.md или agents.md. Я базово указываю правила директивности, правила оркестрации, ну и правила выполнения скриптов или команд. Базово здесь описаны все классические болячки, с которыми вы можете столкнуться, когда пишете код или выполняете другие какие-то операции. Например, здесь описано, где должны храниться credentials, что должно происходить при неожиданном завершении процедуры, чтобы не плодить дубликаты данных, ну и другие полезные правила. Теперь мы переходим к следующему совету. Тут далеко идти не надо. Совет называется Workflows. Создавайте себе Workflows. Так же, как и правила, workflows у нас бывают глобальными, то есть будут применены ко всем проектам на нашей машине, либо правила для workspace, которые будут применяться конкретно к этому проекту. Давайте нажмем правила для workspace, дадим ему какое-нибудь имя, и мы сразу видим, что Antigravity создает соответствующую структуру под наш workflow. Он создает папочку agent, потом workflows, потом наш workflow. Workflows мы, кстати, с вами уже обсуждали, посмотрите вот это видео. Это мега полезная штука. Базовый workflows — это самая простая модель автоматизации. По сути, это кусочки промпта, системного промпта, которые мы можем вызывать тогда, когда мы этого захотим. То есть, если я тут напишу «скажи привет нам», то теперь, если вернусь в свой чат с агентом, я получу возможность нажать слэш и увижу свой workflow. Нажму Enter, еще раз нажму Enter. И получается инструкция, которую мы только что написали для нашего агента, сразу же применяется к нашему промпту, и я вижу приветствие от нашего агента. Очевидно, в Workflows имеет смысл выносить то, что вы используете часто и хотите вызывать в ручном режиме в заданные моменты времени. Следующее правило, которое мы с вами изучим, называется скиллы. Мы с вами уже упоминали скиллы в прошлом нашем видео, когда разбирали с вами Gemini CLI в связке с Obsidian. Но очевидно, что скиллы работают и для Antigravity. Вообще, агентские скиллы — это штука, которая была придумана в Anthropic, как мы это уже обсуждали. И вы можете думать о них как о более совершенном варианте Workflows.
Давайте перейдем на сайт Antigravity и увидим, что тут тоже есть вкладочка «Скиллы», и здесь описано, как ими пользоваться. Во-первых, здесь указано, где они должны лежать, чтобы наша нейронка их видела и знала, где искать. Они тоже бывают глобальными, либо на уровне workspace. И здесь рассказано про структуру скиллов. Здесь должен быть обязательный главный файл, который описывает, о чем этот скилл, как им пользоваться, и опциональные скрипты, примеры и ресурсы. Скиллов может быть любое количество. Их ключевое преимущество для нас, что нейронка может сама решать, когда какой скилл нужно использовать, подтягивать ресурсы, скрипты, которые ему соответствуют. Кстати, все ресурсы, которые мы тут сейчас просматриваем с вами, ссылки на них я прикрепляю в свою бесплатную телеграм-группу. Заскакивайте туда, забирайте, тоже идите по моим шагам и смотрите на те же самые ресурсы. Возвращаясь к скиллам, команда из Антропика большие молодцы, и они позаботились о нас, о людях, которые будут ими пользоваться, и подготовили целый репозиторий с примерами и лучшими практиками для создания и использования скиллов. И в этом репозитории лежит скилл, вы не поверите, для создания скиллов. То есть здесь описаны все правила, все основные принципы создания скиллов, их структура, различные примеры и паттерны. В общем, этим можно пользоваться для того, чтобы создавать новые скиллы на основе этого. Пример заоптимизирован для Cloud Code, очевидно, но мне кажется, Antigravity тоже получит массу пользы от использования этого скилла. Я возвращаюсь в Antigravity, в папочку Agent, и в соответствии с рекомендациями Antigravity здесь создаю еще папочку Skills, в ней еще одну папочку Skill Creator и говорю своему Antigravity. Я тебе сейчас дам ссылку на GitHub репозиторий, возьми и полностью скопируй и положи в папочку Agents, Skills и дальше уже Skill Creator. Прикрепляю эту ссылочку, нажимаю Enter и посмотрим, что сейчас произойдет. Мы видим, что Antigravity почти сделал все точно. То есть он скопировал нам этот репозиторий, но положил не в тот каталог, в который я его просил. Для того, чтобы Antigravity видел этот скилл, нам нужно положить это именно вот в эту папочку. Поэтому мы просто перекладываем туда, куда нам нужно, а эту папочку удаляем. Для чего мы это все делали? Для того, чтобы теперь у нас появилась возможность создавать качественные новые скиллы, используя другой скилл, который называется Skill Creator. Я говорю, используй свой новый скилл, который называется Skill Creator, и создай мне новый скилл, для создания новых Obsidian записей. Обязательно пропиши в этом скилле, что все новые записи должны идти в папочку New. Нажимаем Enter, смотрим, каким образом теперь Antigravity пользуется нашим новым скиллом. Пока мы ждем выполнения этого скрипта, напоминаю, что если вы развиваетесь в искусственном интеллекте и хотите изучать автоматизации, то обязательно чекните нашу про-группу, в ней масса материалов и мастер-классов по автоматизациям, NVCMN, искусственному интеллекту и другим аспектам работы с ИИ. Но теперь возвращаемся к нашей нейронке, и мы видим, что он говорит, что ваш новый скилл готов, и даже написал нам скрипт, который будет помогать при вызове этого скрипта делать все точно. Давайте пойдем в папочку Skills, и видим, что рядом со Skill Creator у нас образовалась папочка Obsidian Manager. Проваливаемся сюда, видим, что у нас тут теперь есть папочки ассеты, референсы, скрипты и Skill MD. И здесь есть описание о том, когда этот скилл использовать, для чего он создан, и какие скрипты нужно подтягивать при его использовании. И все это получилось с первого раза, потому что у нас есть наш скилл, который называется Skill Creator, который используется для создания других скиллов. И сейчас мы подходим к следующему совету. Заключается он в том, что как только вы настроите себе проект с нужными вам скиллами, workflows и правилами, обязательно сделайте копию вашей папки, назовите ее template, и теперь каждый раз при старте нового проекта дублицируете эту папку, открывайте ее в Antigravity, и ваш агент сразу получает все ваши правила, скиллы, workflows, и вам не нужно ничего встраивать заново. И теперь мы переходим к последнему базовому приему, но который по своей значимости, возможно, превосходит все приемы, которые мы проговаривали до этого. Прием называется менеджер агентов. Если вы нажмете вот эту кнопочку, то вы попадете в уникальное место, с которым, на первый взгляд, сложно совладать. Это менеджер агентов. Google Antigravity позволяет вам запускать сразу несколько автоматизаций или несколько агентов в параллели для того, чтобы они делали свои задачи, и вы бы не дожидались выполнения первой задачи для того, чтобы начать вторую задачу, если они, например, не сильно связаны друг с другом. Давайте на конкретном примере. Я возвращаюсь в свой Antigravity и добавляю еще один rule. Назову его setup, и здесь пропишу следующее. Это Next.js проект. Он использует ShadCN, компоненты и Tailwind стили. Таким образом, удостоверься, все зависимости установлены. Сохраняю его, вижу мое правило, которое появилось здесь, возвращаюсь в менеджер агентов и говорю следующее. Привет, засетап мне новый проект в соответствии со всеми моими новыми правилами. Начинаю выполнение. Сразу не дожидаясь, добавляю новое общение
и говорю: так, добавь мне страницу, которая будет называться тест 1, и на ней будет такой текст: «Привет, друзья». Стартую этого агента, добавляю еще одного. Настрой мне новую страницу, которая будет называться страница 2, и там напиши «Привет, YouTube». Теперь мы можем видеть, как наши агенты работают в параллели, и когда что-то готово, у меня спрашивают разрешение на выполнение той или иной команды. Соответственно, вот мой первый агент, который сетапит мне новый проект. Я здесь нажимаю Accept. Ну что, первый агент завершил свою работу, идем обратно в Antigravity и смотрим всю структуру. Обратите внимание, что я его не инструктировал специально в промпте о том, какой проект создавать, но вы можете увидеть, что был засетаплен новый Next.js проект, сюда уже добавлен ShadCN, сюда добавлен уже Tailwind, ну и все классические библиотеки, которые обычно используются в проектах такого характера. И все это произошло только потому, что мы указали короткие правила о том, каким образом правильно работать с нашим проектом. Но вы можете резонно спросить, ну разве это параллельное выполнение? Там же два у тебя остальных агента стоят, ждут. Ну, конечно, потому что мы сетапили проект, а теперь наши два агента, которые готовы создавать внутренние страницы, готовы работать в параллели. Спускаем их с тормозов, ну и ждем выполнения. Кстати, пока они выполняются вместе в параллели, хочу сказать, что в следующем видео мы будем разбирать много скиллов, каким образом их использовать, и какие скиллы использую лично я в своих проектах. Так что обязательно подписывайтесь на канал, это будет очень интересное видео. Ну что, мы видим, оба агента завершили практически одновременно свое выполнение, поэтому нам остается с вами закрыть это окно, нажать новый терминал и здесь набрать npm run dev. Нажимаем Enter, давайте посмотрим, что у нас вышло. Базовая страница, переходим на тест 1, именно то, что я просил сделать. Теперь на вторую страницу, страница 2, привет, YouTube. Это именно то, о чем мы его просили. И все это было сделано в параллели. Ну что, друзья, на этом мы завершаем наше видео. Обязательно пользуйтесь приемами отсюда. Ну и до следующих встреч.